Квантовая механика. Мир, который невозможно понять логически. Ну вы тоже, да, видели все эти видео? Они длятся часами, под них очень хорошо засыпается, но потом ты просыпаешься и чувствуешь себя совершенно тупым. Ты как будто совсем ничего не понял про квантовую механику. А все почему? Проблема даже не в видео. Проблема не в учебниках. Проблема в том, что мы вообще на фундаментальном уровне не понимаем, из чего состоит наш мир. Вот смотрите. Есть элементарная частица. С ней все понятно. Но как только мы перестаем за ней наблюдать, она переходит вот в это, ну скажем так, очень странное квантовое состояние, которое описывается волновой функцией. Почему оно странное? Да потому что частица в нем не локализована. Она может локализоваться в любой точке этого пространства, и мы можем очень хорошо считать эволюцию этой волновой функции уравнениями Шрёдингера. Но принципиального ответа на вопрос, что это такое, что, его просто не существует. Его нет. Честного ответа на вопрос. И сам Шрёдингер, кстати, когда говорил про своего кота, он не предлагал никаких мыслительных экспериментов. Он ткнул своих коллег в дыру в описании. Потому что к тому времени уже начали появляться различные интерпретации квантовой механики, которые просто постулировали это как должное. Например, копенгагенская интерпретация. Она по факту говорит: заткнись и вычисляй. Мир не обязан вписываться в твои логические рамки. Вот есть такая данность, мы это можем считать, это все математизируется, алгоритмизируется, и на этом закончим. Так вот, Шрёдингера это не устраивало. По факту он сказал: кот, кошка, не может быть одновременно живой и мертвой. Это значит, что у нас дыра в описании, которую мы должны закрыть. А взяв эти интерпретации, физическое сообщество, по сути, оно относится к этому как к достопримечательности. Вот посмотрите, у нас тут в квантовой механике существует фундаментальный парадокс. Кот одновременно и живой, и мертвый. Понять это логически невозможно. А чего вы хотели? Это квантовая механика. Ну так вот, меня это не устраивает. Я хочу понять, из чего на фундаментальном уровне вообще состоит наш мир. Поэтому я очень много смотрел, много читал и вывел простую модель, которая объясняет пугающе много. Вот смотрите. Раз мы 100 лет не можем логически понять, что это такое, это значит, мы смотрим на это под другим углом. Нам нужно перестать представлять это в виде живых или мертвых кошек, или каких-то там исчезающих носков, коробков спичек, которые появляются только, когда ты их откроешь. Это все взгляд изнутри, понимаете? А нам нужно посмотреть на это снаружи. И тогда открывается совершенно другая картина. Вот представьте, что вот это файл. И этот файл, как только мы перестаем им пользоваться, автоматически загружается на облако, на сервер. Мы знаем, что он где-то там есть, но мы не знаем точно где. Для того, чтобы работать с файлом, нам нужно сделать запрос, совершить измерение. Далее файл локализуется у нас на жестком диске. И мы можем с ним работать, но не полностью. Смотрите, мы можем, например, замерить у этого файла координату. Ну, по сути, например, открыть какой-то программой. Далее, если мы хотим замерить еще его импульс, система говорит нельзя. Почему? Потому что файл уже открыт в другой программе. Вот это называется принцип неопределенности Гайзенберга. Он гласит, что у нас нет доступа к полному состоянию системы, к ее исходному коду. Мы либо можем замерить координату одномоментно с точностью, либо импульс, но не то и не другое. Теперь смотрите, это не единственное ограничение, которое существует. Вся квантовая механика, по сути, описывает соотношения и ограничения. У нас еще есть принцип Паули. По сути, это запрет на то, чтобы два одинаковых файла находились в одной папке. То есть, смотрите, мы берем, например, два электрона в суперпозиции и запутываем их. То есть, по сути, кладем в одну папку.
Что происходит, когда вы кидаете на рабочий стол какой-то файл, который там у вас уже есть? Вот этот новый файл, который называется точно так же, автоматически переименовывается. Ну, система его называет там 1 или копия 2 или как-то еще. Так вот, с фермионами, с электронами то же самое. Система назначает спин. Он либо вверх, либо вниз. Потому что у каждого электрона, по сути, есть свой паспорт, есть свой номер, есть свое название файла. А двум одинаковым файлам запрещено быть в одной папке, следовательно, каждый из них переименовывается. И вот теперь смотрите, вещь, которая выносит мозг 100 лет уже физическому сообществу. Мы берем два этих запутанных электрона и разносим их не просто по разным комнатам, мы их разносим по разным городам. И вот, допустим, один у нас во Владивостоке, а другой в Москве. Как только мы делаем запрос и узнаем, например, спин этого электрона, то мы точно знаем, что спин другого будет обратным. Если здесь спин вверх, то тут будет спин вниз. Почему это выносит мозг физикам? Потому что они обмениваются информацией на расстоянии быстрее скорости света. А ничто не может обмениваться информацией быстрее скорости света. И вот в 2022 году окончательно физика закрыла вопрос со скрытыми параметрами. То есть никаких скрытых параметров в частицах вообще нету. То есть они, получается, не обмениваются информацией. Отсюда логический вопрос, откуда они знают, у кого какой спин? Все потому, что информация об этом хранится на сервере. То есть внешний сервер уже назначил каждому электрону его спин. Мы лишь делаем измерение, запрос, и узнаем, какой был назначен. Проблема в том, что в физике, естественно, нету никакого определения некоего внешнего сервера. Но если вы внимательно посмотрите на всю квантовую механику, вот на весь ее математический аппарат, то вы увидите правила и ограничения. Например, есть уравнение Шрёдингера, которое позволяет нам высчитывать эволюцию волновой функции, где с какой вероятностью локализуется элементарная частица. Так вот, сам факт, что мы можем это делать, уже указывает на алгоритмичность поведения. То есть прописаны конкретные правила взаимодействия. Ключевой вопрос, если они есть, где они прописаны? Вот что обеспечивает необходимость исполнения этих правил. Физика, понятно, правила выводятся из наблюдения. Раз наблюдения верифицируются, фальсифицируются, значит правило есть. Это все доказано. Это понятно, но опять же, это мышление из коробочки, изнутри. А что обеспечивает необходимость исполнения этих правил? Необходимость исполнения правил, как правило, прописывается на уровне кода, программного кода. То есть это логически выводится вообще из всего аппарата квантовой механики. Так вот, если у нас есть некий административный сервер, который задает нам все правила взаимодействия, на самом деле это разрешает вековой спор Альберта Эйнштейна и Нильса Бора. Потому что Бор постулировал, что реальность фундаментально случайна. И он был прав в том смысле, что он описывал наш имманентный пользовательский уровень. То есть мы действительно не знаем, где локализуется элементарная частица. Но Эйнштейн, который сказал свою знаменитую фразу о том, что Бог не играет в кости, по сути описывал сервер. То есть он описывал административный уровень, с которого все эти правила задаются. И в этом смысле, на фундаментальном уровне он, конечно, был прав. То есть получается, что у нас есть сверхдетерминизм на внешнем уровне системы и стохастические процессы на нашем пользовательском уровне. Давайте копнем сюда глубже. Значит, смотрите. У нас есть на сегодняшний день 17 элементарных частиц. Например, у нас есть электрон, и мы в точности знаем его массу. Она равна 0,511 мегаэлектрон-вольт. Или у нас есть, например, мюон. Мы тоже знаем его массу. Она равна
105,66 мегаэлектрон-вольт. Есть тау-лептон 1776,86 мегаэлектрон-вольт. То есть мы знаем в точности параметры массы, но у физики нет ответа на вопрос, почему эти параметры именно такие. И самый главный вопрос – это так называемая проблема тождества. Почему эти параметры все одинаковые? То есть, смотрите, электрон, который, например, есть во мне, в камере, в вас, где-то на Альфа Центавра, всегда равен этой массе. То есть все электроны в системе абсолютно тождественны. Такое ощущение, что они как будто сделаны на заводе. Или существует объект класса электрон единый, который используется системой и никогда не создается с нуля. Этот принцип называется DRY, Don't Repeat Yourself. То есть, когда ты программируешь какой-то код, у тебя есть определенный объект класса, который ты реплицируешь и используешь снова и снова. То есть, если тебе нужно там задать какой-нибудь объект, например, стул, у тебя уже есть заготовленный шаблон. Тебе не нужно каждый раз создавать стул заново. И то же самое и здесь. В системе существуют дискретные объекты, которые она использует снова и снова и снова. Но на этом это не заканчивается. Японский ученый Каиде взял квадратные корни масс этих фермионов и вывел из них идеальное соотношение. Вот это соотношение, если его выразить векторами под 120 градусов, даст идеальный равносторонний треугольник. Что это означает? Это означает, что система даже не хранит эти целые числа. Эти целые числа вообще ничего не значат. Система хранит точку, из которой высчитываются сразу же две других. Это является низкой информационной сложностью по Колмогорову. То есть, когда какое-то число может быть выражено другим числом меньшим, это указывает на его неслучайность, на его низкую информационную сложность. Если бы число нельзя было выразить никаким другим, оно бы обладало высокой информационной сложностью. Так вот, система оптимизирована на уровне кода. Зная одно число, она автоматически знает два других. Треугольник при этом не случайен. То есть вот с такой точностью он высчитывается. И сам треугольник при этом является элементарной фигурой позитивной геометрии. А что такое позитивная геометрия? Позитивная геометрия – это сейчас передний край современной теоретической физики. Это исследовательская программа, которая исследует квантовую механику через позитивные геометрии, политопы, амплитуэдры. То есть все амплитуды рассеяния, все параметры взаимодействия элементарных частиц так или иначе высчитываются геометрическими фигурами. Более того, они сейчас открыли космологический политоп. То есть оказывается, что все реликтовое излучение также описывается геометрической фигурой, политопом. Вообще-то это указывает на очень серьезную вещь. О том, что, может быть, наше понимание Большого взрыва вообще фундаментально неверно, потому что в него заложен элемент случайности. А если все реликтовое излучение, оставшееся от этого взрыва, высчитывается через позитивные геометрии, через политоп, это говорит о развертке системы, а не о ее случайном разбрасывании. Ну, это, в общем, к вопросу о том, почему я говорил, что модель много объясняет, и она несколько пугающая. Давайте это все соберем. Значит, смотрите. Еще раз, из чего состоит модель? Представьте, вот это макрокосм, космос. Дальше вот другой слой, наша биосфера. Потом под ней слой биохимический, ну или клеточный. Далее слой квантовый. Далее у нас вот здесь идет квантовое поле, а вот здесь находится исходный код. Что такое исходный код? Исходный код – это чистая нередуцируемая информация.
Она может быть выражена позитивными геометриями, но не сводится к ним. Далее, вся система инкапсулирована. Инкапсуляция – это оптимальный механизм создания рабочеспособных информационных структур. Это когда у тебя есть один субстрат, который подается на вышестоящий уровень, но у вышестоящего уровня нету доступа для его модификации. Вот о чем на самом деле принцип неопределенности Гайзенберга. Это граница инкапсуляции. То есть система не дает нам доступа к полному исходному коду. Почему? Потому что пользователю нельзя давать доступ к исходному коду. Как только он его получит, он нарушит стабильность системы. Так вот, каждый слой вот так вот передает субстрат на вышестоящий из исходного кода в итоге. Смотрите внимательно. Появляется суперпозиция. То есть суперпозиция в модели – это эмерджентное состояние исходного кода на пути к локализации в виде частицы. Это означает, что в суперпозиции уже содержатся все параметры взаимодействия, как она будет взаимодействовать, какая у нее амплитуда россияния, как она будет локализоваться на нашем уровне. Так вот, вот этот процесс локализации, он называется декогеренция, он происходит не потому, что мы наблюдаем за частицей, ну, вернее, не только потому, что мы наблюдаем за частицей. Когда мы наблюдаем за ней, мы на нее посылаем фотон. Так вот, декогеренция происходит, когда большое количество взаимодействий собирается вместе, эта квантовая суперпозиция схлопывается в элементарную частицу. А сама она является проекцией исходного кода. Вы можете спросить, как это так вообще из чистой информации может появляться материя? Звучит как фантастика. И на самом деле нет. Это не звучит как фантастика, потому что физика уже пришла к тому, что информация не уничтожается. То есть даже в черных дырах информация сохраняется на границе их объема. Называется голографический принцип. Самой известной моделью, самой рабочеспособной моделью голографического принципа на сегодняшний день является ADS-CFT соответствие. Что это такое? Вот, смотрите. Вот давайте возьмем геймпад. И представим, что вот здесь у него QR-код, который содержит в себе всю его инженерную спецификацию. Вот все, из чего состоит этот геймпад. Мы берем сканер, сканируем этот QR-код и загоняем эту информацию на 3D-принтер. Ну, предположим, это какой-то очень крутой 3D-принтер, который не просто воссоздает форму этого геймпада, воссоздает вообще все, что в нем есть. Он воссоздает пластик, пластмассу, резину, микросхемы, Bluetooth-модуль, железо. Вот все, что необходимо, чтобы полностью его воссоздать, он воссоздает, получив инженерную спецификацию, которая хранится на его границе. Вот это все, что ему нужно. Так вот, эта модель ADS-CFT соответствия, она пока работает только в так называемом пространстве антидеситера. То есть это пока проверено лишь в песочнице. Мы пока не знаем, какое наше пространство, но мы можем ожидать, что рано или поздно эта модель будет выведена и для нашей Вселенной. То есть некое DS-CFT соответствие. Потому что позитивные геометрии тоже вначале работали лишь в песочнице. Но вот сейчас, в последние годы, когда они вывели космологический политоп, позитивные геометрии также выходят уже и на масштаб нашей Вселенной. То есть эти модели не спекуляции, это абсолютная реальность. Так вот, получается, что у нас есть чистая нередуцируемая информация, из которой эмерджентно возникает суперпозиция и локализуется в нашем пространстве. А это означает, что все, что мы есть, и все, что мы видим, исходит из информации, из кода. Эта модель называется IAMR. Информационно-архитектурная модель реальности. Это не какая-то спекуляция, это реальная рабочая научная модель. Она выложена в открытом доступе, ее можно скачать, и, как и любая научная модель, она дает свои фальсифицируемые предсказания и критерии фальсификации. То есть, что ее может опровергнуть. Значит, самый главный критерий фальсификации –
это если кто-то выведет некую имманентную теорию всего, то есть докажет, например, откуда берутся массы элементарных частиц, фундаментальные константы, выведет их из материи и, в общем, докажет, что все может существовать без привлечения какого-то внешнего уровня или некоего исходного кода. Если такая модель будет выведена, следовательно, информационно-архитектурная модель, станет сразу же излишней. Далее, второй пункт. Если кто-то докажет математически абсолютную случайность фундаментальных констант, и при этом в них не обнаружится никакой низкой информационной сложности, они не будут выражаться какими-то простыми числами, это также нанесет очень серьезный удар по нашей модели. Но наше фальсифицируемое предсказание, наше в смысле мое, просто так в науке принято говорить наше, в общем, заключается в том, что никакая теория всего никогда не будет выведена. Это просто невозможно. И никакая случайность тоже не будет доказана, потому что все эмпирические данные сейчас кричат об обратном. То есть фактически мы делаем предсказания в модели о том, что вот чем больше мы будем получать данных, чем больше изучать, тем больше оно будет указывать на информационную структуру реальности. И причем из значения фундаментальных констант мы можем вывести какие-то простые соотношения и простые цифры. Получается, что у модели вообще очень большой эвристический синтез. То есть вот все, что новое открывается сейчас, это и АДС, ЦФТ соответствие, и позитивные геометрии, и вообще весь аппарат квантовой механики, он изоморфен, понимаете, информационной архитектуре. То есть это слишком похоже на те принципы, по которым создаются компьютеры, на которых мы работаем. И нету никаких данных, которые вот напрямую бы это опровергали. То есть нет никакого нового открытия, которое стояло бы поперек горла. Оно, наоборот, все складывается в единую картину. Значит, у нас есть рабочий инструмент, по которому мы сравниваем научные теории. Он называется IBE. Interference for Best Explanation по-английски, а по-русски «Вывод к наилучшему объяснению». Так вот, с его помощью мы можем сравнивать различные научные теории по бритве Оккама. То есть какая из них вводит меньше сущностей, но при этом объясняет больше аномалий. Так вот, если мы возьмем нашу EAMR и сравним, например, с мультивселенными Эверетта, то мы сразу же выигрываем по IBE, потому что мы вводим всего одну сущность, то есть внешний административный уровень кода. В модели он называется так называемый уровень 0. В то время как Эверетт вводит бесконечно порождаемое количество различных мультивселенных, которых уже там, я не знаю, каждую секунду рождается больше, чем атомов в наблюдаемой нами Вселенной. Потому что он так трактует парадокс запутанности. Он говорит о том, что каждый раз, когда мы делаем наблюдение, порождается новая мультивселенная. Но это максимально онтологически неэкономная модель. И вот на самом деле Тегмарк, он находится примерно там же, где и Эверетт, потому что он постулирует о том, что математика фундаментальна, но при этом допускает все то же самое пространство мультивселенных. То есть у него есть там такой level 4, в которых из множества мультивселенных мы оказались в той, где возможна жизнь. Вольфрам, в принципе, постулирует вероятность такого же существования мультивселенных. Далее, Уиллер. Его концепция похожа на нашу, в том смысле, что он тоже говорит об информационной, но не архитектуре, а именно информационной природе реальности. То есть он говорит, он вообще вводит понятие наблюдателя. Он говорит о том, что информация порождается в наблюдении. В этом он схож с копенгагенской интерпретацией квантовой механики. Мы же убираем наблюдателя вообще из уравнения. То есть информация первично существует независимо от наблюдателя. Далее. Есть еще разные интерпретации квантовой механики, например, кубизм или пилот-волна Бома. Но они все, по сути, пытаются решить проблему коллапса. То есть они не обладают эвристическим синтезом, они не объясняют тонкую настройку Вселенной, они не объясняют тождество констант.
Так вот, если все сложить, то получается, что наша ИАМР, она онтологически экономнее и обладает большим эвристическим потенциалом, чем остальные теории и в том числе интерпретации квантовой механики. И вот тут у вас, в общем-то, я думаю, должен появиться логичный вопрос ко мне. Если ты такой умный и вывел такую модель, чё ж ее все эти люди, которые, очевидно, умнее тебя, не вывели до этого? Так вот, ответ будет несколько прозаичным. Ответ заключается в том, что наша модель, по сути, это модель разумного замысла Вселенной. То есть мы постулируем, что не бывает архитектуры и уж тем более не бывает программного кода, который появился сам собой, случайно. Программа сама себя случайно не пишет. Архитектура сама не строится. То есть вся Вселенная является результатом разумного замысла. Так вот, как только человек говорит два этих слова, он автоматически стигматизируется в научном сообществе. Почему? Потому что в научном сообществе есть идеологический запрет. Я подчеркиваю, идеологический. Он не научный. Идеологический запрет на, ну, в общем, телеологию. То есть на какое-либо постулирование замысла во Вселенной. Вселенная обязана быть, в их понимании, результатом случайных стохастических процессов. Откуда взялся этот идеологический запрет, это тема для отдельного видео. В общем, в любом случае, эта модель, несмотря на то, что много объясняет, будет иметь сложности с принятием в научном мире только из-за того, что она про замысел. Поэтому я обращаюсь к вам. Распространяйте это видео, покажите эту модель вашим знакомым, учителям. Давайте вместе ее развивать. Она объясняет то, что я вам рассказал, это лишь верхушка айсберга. Там еще просто тонна информации. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Будет еще очень много видео. Будем с вами вместе обсуждать, заниматься наукой. Если досмотрели, спасибо большое.